Представь, ты приходишь к Богу смерти, и Он предлагает тебе все: деньги, любовь, долгую жизнь. Но ты отказываешься, потому что понимаешь, даже самая длинная и счастливая жизнь однажды закончится. Все это временно, и ты хочешь узнать только одно: что будет после смерти. Это не выдумка, это реальная история с Панишат. Этого мальчика звали Начикета, и он не был ни святым, ни мудрецом, ни старцем. Он был простым ребенком. Но однажды он увидел то, что не должен был увидеть. И именно это привело его к Богу смерти. Его отец проводил священные жертвоприношения. Это был ритуал, где нужно было отдавать самое ценное, что у тебя есть — корову. В те времена это было богатство и большая роскошь. И со стороны казалось, что его отец совершает очень щедрое подношение. Но Начикета заметил одну деталь. Эти коровы были старыми, больными и бесполезными. Они не могли уже давать молоко, не могли работать, не могли приносить пользу. И это поразило его до глубины души. Потому что у него возник только один вопрос. Если ты отдаешь Богу то, что тебе не нужно, что это, жертва или обман? Он понял. Его отец обманывает не людей, он обманывает самого Бога. И тогда он подошел к своему отцу и спросил его: «Отец, кому ты отдашь меня?» Отец промолчал, но Начикета не отступал. Он снова спросил его: «Отец, кому ты меня отдашь?» В воздухе уже чувствовалось напряжение. Но он не остановился. Он задавал этот вопрос снова и снова. «Отец, кому ты меня отдашь?» Отец не выдержал. Он вспыхнул от гнева и сказал: «Я отдам тебя самому Богу Яме, Богу смерти». Конечно, он сказал это в гневе, даже не думая о последствиях. Он просто хотел остановить своего сына. Но для любого другого ребенка это были бы просто слова, сказанные в гневе. Но, увы, это не для Начикеты. Он задумался, посмотрел на отца и решил: если отец сказал это, значит, это должно быть правдой. И тогда он сделал то, что не сделал никто, ни до него, ни после него. Он пошел. Начикета пришел в обитель бога Ямы, место, куда не приходят живые. Но бога Ямы там не было. Начикета 3 дня ждал его у входа, без еды и воды. Когда бог Яма вернулся, он понял, что нарушил закон гостеприимства. По ведической традиции гость Брахман подобен священному огню. Его нельзя оставлять без уважения, без воды и пищи. И тогда он решил загладить свою вину и предложил мальчику 3 желания, по одному за каждую ночь ожидания. И тогда Начикета сказал ему, что первое его желание — пусть мой отец перестанет злиться и встретит меня с любовью, когда я вернусь. Яма ответил: да будет так. Он мог попросить все, что угодно, но первое свое желание он выбрал мир со своим отцом. Вторым желанием Начикеты было узнать тайну священного огня, который ведет в небесные миры. И Яма рассказал ему об этом жертвенном огне. Это было не просто пламя, это было знание, как правильно совершать жертвоприношение, чтобы душа могла подняться в высшие миры. Путь к небесам. Позже этот огонь стали называть огонь Начикеты. Но третье желание было самым главным. Начикета спросил о самом главном страхе человека. Что происходит с человеком после смерти? Продолжает ли душа существовать или исчезает? Услышав это, бог Яма сначала попытался отговорить мальчика. Он предложил ему богатство, долгую жизнь, власть, прекрасных небесных дев, любое удовольствие. Но Начикета ответил решительно: все удовольствия временны. Оставь эти богатства себе. Скажи мне только одно — истину о душе. И тогда бог Яма раскрыл ему величайшее знание всех времен. Он объяснил разницу между 2 путями — Шрея,
путь истины, Прея – путь удовольствия. И сказал: мудрый выбирает Шрея, глупый выбирает Прея. А затем открыл самую главную истину. Душа не рождается и не умирает. Она вечна. Смерть касается только тела. Именно эта истина стала одной из основ всей индийской философии. Когда Бог Яма открыл ему истину о смерти, в этот момент страх исчез, потому что больше не осталось неизвестности, и Начикета испытал внутреннюю свободу, которую уже невозможно потерять. Он получил самый главный дар – знание, к которому человек идет всю жизнь, потому что страх смерти живет в каждом из нас. И после этого он вернулся к своему отцу, спокойным, свободным и уже не таким, как прежде. Это не просто миф, это модель духовного поиска. Начикета показал 3 качества настоящего искателя. Честность – он увидел ложь в ритуале. Бесстрашие – он пошел к Богу смерти. И жажда истины – он отказался от всех соблазнов. Поэтому в Индии Начикета считается символом идеального ученика. Есть даже выражение среди учителей Веданты: если бы у меня был хотя бы один ученик, как Начикета, я бы смог передать все знания. Но в этой истории есть еще один смысл, который не лежит на поверхности. 3 ночи, которые Начикета провел у порога бога Яма. Это не просто ожидание. Это путь, который каждый из нас проходит, кто действительно ищет истину. Первая ночь – это встреча с телом, со страхом, слабостью и ограничениями. Вторая ночь – это встреча с умом, с сомнениями, тревогами и внутренним шумом. И третья ночь, самая темная и глубокая – это встреча с самим собой, за пределами страха и за пределами эго. И только пройдя это, человек становится готов услышать истину. И, возможно, именно об этом говорит древняя мантра из Катха-Упанишада. «Встаньте, пробудитесь, достигнув мудрых, постигните знания». Это не просто слова, это призыв перестать жить на автомате и начать искать. А теперь, наверное, логично задать вопрос самому себе. Если бы перед вами появился Бог смерти и предложил любое богатство, о чем бы лично вы спросили его? Напишите в комментариях. Интересно услышать ваш ответ. Если вам близки и интересны ведические истории и знания, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В следующем видео я расскажу историю о другом великом мудреце, чьи слова до сих пор цитируются спустя 1000 лет. До новых встреч!